Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Шкода Кодиак. ДТП произошло поздно вечером. Водитель пошел на обгон впереди идущего автомобиля, но не заметил, что дорога уходит направо. Чтобы не юзить по встречке и не испытывать судьбу, было принято решение ехать прямо. Соскочив с дороги, задев правой бочиной ограждающий столбик, машина воткнулась в кустарник и провалилась в мягкий грунт. После аварии хозяин машины решил, видимо, восстановить ее сам, накинул доновский капот, поменял телевизор с радиаторами, поставил фару, но, видно, понял, что сам он не сможет ее сделать, пригнал ее в автосервис. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Ремонт мы начинаем с дверей, так как хозяин сказал, что запчасти по морде подвезет чуть позже. В связи с тем, что на современных машинах металл достаточно тонкий, поэтому пытаемся максимально изнутри выдавить ребра и придать металлу нужную нам форму. Разобрав дверь монтажкой, аккуратно, чтобы не наделать лишних шишек, выдавливаем металл. Постоянно прикладывая линейку и молотком простукивая образовавшиеся заломы, постепенно, не спеша, возвращаем металлу исходную форму. Накинув молдинг, сразу становятся видны те места, где мы чуть передавили металл. С помощью добойника, сняв молдинг, аккуратно простукиваем ребро, добиваясь, чтобы над молдингом была ровная узенькая щель. Закончив с задней дверью, переходим на переднюю. С передней дверью все то же самое. Максимально выдавливаем металл изнутри, молотком осаживая образовавшиеся при деформации заломы. Только когда оба молдинга на дверях встали на свои места, пришло время споттера.
Зачищаем металл и вытаскиваем небольшие ямки, которые изнутри выдавить невозможно, так как раз в этих местах проходят усилители дверей. Делаем это аккуратно, так чтобы потом не пришлось подчищать эти места болгаркой. Закончив рихтовку, закрываем открытый металл кислотным грунтом. Хозяин подвез запчасти, и мы начинаем работу по морде. Снимаем фары и ставим на место кронштейны крепления крыла. Так как крыло совсем сорвало при аварии, все кронштейны погнуты. Постепенно накидывая, снимая крыло, поправляя кронштейны, выставляем крыло так, как нам нужно. Когда крыло встало, после этого привариваем самый нижний кронштейн, который оторвало на передней стойке. Регулируя крылья и капот, добиваемся по крыльям одинакового зазора. После этого выставляем правую фару. Снимая и ставя ее, подгибая места посадки фары, добиваемся нужного нам зазора. Вся эта работа достаточно долгая и нудная, и поэтому мы увеличили в видео скорость ремонта в 50 раз. Закончив с верхними зазорами, переходим к нижним. Попытались выгнуть нижние кронштейны усилителя бампера. Металл оказался очень толстый, неподатливый. Пришлось погреть его автогеном. Неоднозначное впечатление оставляет этот автомобиль о себе после ремонта. С одной стороны, все силовые узлы кузова достаточно мощные, сделаны крепко, добротно.
взять, к примеру, усилители в дверях. Но с другой стороны, филенка двери из очень тонкого металла. Также, к примеру, переднее крыло крепится на какие-то тоненькие кронштейны, которые рукой пододвигаешь. И крыло, закрепленное на все болты, если потянуть его вперед, легко поддается и изменяет зазор между крылом и дверью. Может быть, производитель закладывал в это какой-то смысл. Накинули бампер. Бампер встал достаточно легко, защелкнулся в своих местах. Такие зазоры получились. Ровные сверху донизу между крылом и дверью. Ровный зазор между капотом и крылом. И одинаковый зазор идет над фарами и радиаторной решеткой. В таком виде машина отправляется в малярку. Такой конечный результат у нас получился. Хорошо покрашены детали, ровные зазоры по правой стороне автомобиля. Задняя дверь после рихтовки встала в дверной проем, так как надо, хотя поначалу мы думали, что есть повреждения в районе нижней петли. Двери открываются, закрываются хорошо, мягко. Ровные зазоры по морде. Однако возникли небольшие проблемы с левой фарой. Фара была снизу расколота при аварии. Мы пытались с этим как-то бороться, пытались просушить фару, но фары на этом кузове идут неразборные. Единственное, что можно открутить, это блок розжига, но и он не дает достаточного доступа, чтобы продуть и просушить фару. Если кто-то знает способ, как это сделать, напишите это в комментариях. Друзья, напоминаю, мы стараемся снимать для вас интересные видео, а вы в свою очередь нажимайте что-нибудь под видео, пишите комментарии или хотя бы ставьте плюсы. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!